Путин мечтает, чтобы Украиной правил диктатор. Названы новые вероятные причины потери Украиной F-16. Тем временем Харьков и Белгород под перекрестным огнем. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. По Харькову россияне бьют баллистикой. Украина отвечает. Каковы последствия обстрелов? Біля 10 ударів, декілька локацій. Аннексия Беларуси и диктатор в Киеве. Бывший президент Болгарии заявил, что Путин мечтает усадить в кресло президента Украины своего кума. Путин хочет, чтобы Украина стала Беларусью. Армия РФ срывает эвакуацию мирных жителей из Курской области. Вместо зеленого коридора обстрелы и удары авиабомбами. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Десятки людей находятся под наблюдением медиков в Харькове. Все они получили ранения разной степени тяжести из-за массированного ракетного удара по городу 1 сентября. Біля 10 ударів, декілька локацій. Перше, це все цивільна інфраструктура. Тут на цій локації, де ми з вами перебуваємо, це торгівельний центр, який був в день заповнений людьми. Було 2 удари. По палацу спорту у місті Харкові так само було, за попередньою інформацією, 4 удари. Там так само є цивільні поранення. І ще прильоти по відкритій місцевості, по парковій зоні. Зеленский назвал обстрелы Харькова террором со стороны РФ, который можно остановить. Для этого, по словам украинского президента, необходима смелость западных лидеров дать Украине все возможное для защиты. Вероятно, подразумевая и возможность наносить удары дальнобойными ракетами по российским аэродромам и самолетам, с которых россияне и бомбят украинские города. Кроме того, практически через час после этого удара по Харькову звуки взрывов раздались в российском Белгороде. Местный губернатор Гладков заявил, что работала система ПВО, которая сбила воздушные цели. Пострадало как минимум 11 человек. Россия всячески препятствует Украине в эвакуации мирных жителей из Курской области. Местные, которые оказались брошены российской властью, хотят уехать в более безопасные регионы, но не могут этого сделать, так как РФ не дает зеленый коридор. При этом армия России продолжает стрелять по населенным пунктам РФ, которые находятся под контролем ВСУ. Тем временем в Украине говорят, что силы обороны сейчас пытаются обеспечить жителям Курской области условия для нормальной жизни. Однако гуманитарная ситуация действительно сложная, опять же из-за обстрелов со стороны оккупантов. О желаниях жителей российского приграничья рассказали в ВСУ. Они говорят о том, что хотят мира, что вне политики, чтобы все прекратилось или дали им коридор, возможность выехать из зоны боевых действий, но Россия не дает. Украинский город Покровск, к которому приближаются российские военные и который является логистическим узлом ВСУ, может ожидать судьба Бахмута или же Авдеевки. Оккупанты, вероятно, полностью уничтожат город авиа- или же артобстрелами. О таком варианте развития событий пишет западная пресса, в частности The New York Times. Кроме того, авторы издания сообщают, что пока городу не грозит неминуемый захват. Оперативный прорыв, который мы до сих пор не можем купировать. Остановили движение россиян на Покровском, но реально остановлен. С помощью дополнительных сил, средств, в основном за счет огневых завес. То есть не за счет оборонительных рубежей, а за счет возможности с помощью артиллерии, авиации, FPV-дронов в том числе, остановить наступающие войска России, которые в основном там на этом направлении состоят из пехоты. 1,5-2 недели у нас еще есть вообще решить этот вопрос. Не то, что там купировать разрастание, а решить вопрос. Причем решение вопроса, даже если мы их заморозим в том виде, в котором они сейчас есть, дотянем до дождей. Поверьте, Донецкая земля, давно мы об этом не говорили, с весны примерно. Ну, донецкие черноземы потом сделают с этим вклинением так немножко его потрепают. Почему? Потому что на этой местности, именно на этой местности, проводить мероприятия такого уровня, как вот они проводят, наступательные, во время дождей, то есть во время слякоти, это просто невозможно. Даже останавливаться на такого рода рубежах, особенно в низинах,
это смерти подобно. Тем временем уже сейчас местные жители массово покидают город, чтобы не погибнуть от так называемых российских освободителей. В то же время польский президент Анджей Дуда на мероприятии, посвященном 85-й годовщине начала Второй мировой войны, вспомнил преступления нацистов, провел аналогии с нынешними событиями и заявил, что Россия должна будет возместить ущерб, нанесенный Украине. Но за эти подсчитанные потери, которые мы понесли в результате войны и агрессии, репарации не только возможны, но и должны быть выплачены. И мы, поляки, ожидаем этого. Как мы ожидаем, так и весь свободный мир ожидает, что Россия заплатит за преступления в Украине и за разрушения, которые она совершает в Украине сегодня, потому что это элемент обычного правосудия. Россия уже отвечает Украине за операцию ВСУ в Курской области. В этом уверяет пресс-секретарь Путина Песков. Однако, что именно делает РФ для этого ответа, Песков не уточнил. Да и в целом говорил так, что не понял даже главный кремлевский пропагандист. В связи с этими событиями президент на совещании сказал, что оценка происходящего будет дана, а противник получит достойный ответ. Когда мы можем понять, какие выводы сделаны, какой ответ может быть? Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит. Вы видите решительные действия наших вооруженных сил. И нет никаких сомнений, что они будут продолжены. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Украине продолжается расследование причин потери самолета F-16 во время массированной ракетной атаки 26 августа. Тем временем New York Times пишет, что friendly fire, то есть дружественный огонь, а если быть точнее уничтожение F-16 зенитно-ракетным комплексом Patriot, маловероятно. Напомню, что народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что именно эта версия является основной. Тем не менее, высокопоставленные военные чиновники США уверены, что это не так. Однако группа расследователей проверяет все версии, в том числе механическую неисправность истребителя или же ошибку пилота, пишет издание. Украинские военные аналитики заявили, что еще слишком рано рассуждать о причинах катастрофы. Однако они подчеркнули, что западная система ПВО и истребители F-16 никогда не работали вместе в таких сложных условиях, как те, которые сложились в Украине в понедельник. Как ранее рассказывала команда Нехта, сразу же после потери F-16 Зеленский решил заменить командующего воздушными силами ВСУ Николая Лещука. Путин хочет, чтобы у власти в Украине был диктатор и уже выбрал того, кто им станет. В этом уверен бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев. Также уверен, что для полного спокойствия Путин мечтает аннексировать и Беларусь. Путин хочет, чтобы Украина стала Белоруссию. То, чего хочет Путин, очень просто. В их идеологии 200-летней давности, во времена Николая I, речь идет о русском мире. В основном это Украина, Беларусь и Россия. Он хочет установить диктатора в Украине. Он уже подготовил одного, Медведчука, если помните. Итак, будет диктатор, как в Беларуси, и все, кто свободен, демократичен и борется за свободу, будут объявлены фашистами. И тогда мы знаем, что произойдет. Потом он аннексирует Беларусь, а затем объединит Россию и Украину, чтобы создать русский мир. А что вы думаете по поводу такого сценария развития событий? Напишите, пожалуйста, об этом в наших комментариях. До конца этого десятилетия, то есть до 2030 года, Сербия не станет полноправным членом ЕС. В этом уверен президент страны Александр Вучич. Свое видение он объяснил так. Потому что есть много проблем. Прежде всего, здесь у нас есть интересы Европейского Союза, которые время от времени отличаются от наших интересов. И я считаю, что если некоторые из нас, то есть стран Западных Балкан, и смогут стать членами ЕС, то это не произойдет раньше 2030 года. Но это всего лишь моя оценка. Напомню, что Сербия подала заявку на вступление в ЕС еще 15 лет назад. Статус кандидата получила в 2012 году и уже последние 10 лет ведет переговоры о членстве. Ранее в Сербии обвиняли ЕС в шантаже, мол, для вступления в Европейский Союз Белград должен признать Косово, отменить Республику Сербскую и наложить санкции на Россию.
Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите и можете присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Если вы смотрите нас из России, то не забывайте пользоваться VPN. Как им пользоваться, вся инструкция есть также в нашем описании. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.